Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз. Знаки судьбы. Лето 2025. Давайте узнаем, какие важные судьбоносные события вас ожидают в ближайшем будущем. И, возможно, это будет какая-то информация, новость, вами даже случайно услышанная, или решение конкретного человека, который для вас имеет значение как ключевая персона. Или это будет ваше решение, мои дорогие водолеи, когда вы как решите, так и решитесь на что-то, и это изменит вашу жизнь, а то и вас самих. И мы не будем картам сегодня задавать вопросы, мы просто достанем 6 карт из колоды Таро ангелов-хранителей. Пусть нам сами карты раскроют палитру тех знаков судьбы, как посчитают нужным. И вторая колода – 78 дверей. Открыты двери, закрыты. И каков ключ, чтобы эти двери открылись наконец? Мы дополним 78 дверей вот этой колоды значения знаков судьбы. Итак, каковы знаки судьбы? Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. И на сайте есть и астрологические прогнозы на июнь и до конца 2025 года, а также статьи по психологии. Мы идем с вами дальше, знаки судьбы. Или мы говорим, что вам по судьбе, что подразумевает события ближайшего будущего. С чем это будет связано? Может быть, и тайна какая-то откроется, или глаза у нас на что-то открываются. Вполне вероятно. Итак, знаки судьбы, события ближайшего будущего. 6 карт у нас готовы. Давайте будем смотреть, что это означает. Какая-то история любви явно. Хорошее настроение, кстати, и правда. Июнь у нас лето, первый месяц июня и даже первые возможные дни, потому что в самом начале вам выпадает карта. Это когда вас что-то вдохновляет. Это романтика, мои дорогие. Много разных эмоций. Единственный момент, не драматизируй слишком что-то. Это карта, которая не говорит, что мы бежим впереди паровоза. Это правда. Сумей вдохновиться моментом. Или вот эти добрые энергии июня, я уверена в этом, как-то для себя распределить очень правильно. Поэтому по этой карте может проходить какой-то новый проект, пусть он касается ваших достижений, но это вас тоже вдохновляет, добавляет вам силы. С чем это связано? Хотя у кого-то знакомство с новым человеком, кстати, новая любовь, новые взаимоотношения или уже в имеющемся союзе, это значит в вашей семье, в вашей паре тоже все хорошо. Может быть, словно заново друг друга узнаете. С чем это связано? Здесь это может быть связано, и не важно, что у нас королева выпадает, все же по карте мы карту не рассматриваем по полу. Это может быть и мужчина, то есть перекладывайте на себя. Но это карта таких лидерских качеств и сильного человека, который прошел какой-то сложный путь и всего добился сам. И магнетизирующая такая персона может появиться в вашей жизни, а возможно она уже есть. И контакты с человеком все-таки нам говорят о том, что есть смысл что-то продолжать. Мы чем-то можем быть словно заворожены, или вот этот магнетизм может свидетельствовать о том, что есть контакты с конкретным человеком, которые нам очень интересны. И даже мы можем испытывать, ну, некоторые страстные чувства. Но у кого-то это будет страсть до работы. Такое тоже могу предположить, потому что очень хочется реализовать какой-то проект. Потому что жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Ну вот, наверное, знаете, договариваться придется или как-то рассмотреть все варианты. Не должно быть, знаете, как нехватки. Пятерка пентаклей чаще говорит нам о том, что два момента будут для вас очень важны. Пусть это взаимоотношения по работе или по личной жизни. Не допускать перекоса. Первое. Когда, настаивая на своем, мы утрачиваем взаимопонимание. А если была какая-то ссора, то тут очень доброе время для нас примириться. Совершить вот этот важный разговор, беседу, глядя друг другу в глаза. Свести какой-то конфликт, недопонимание к нулю. И быть очень внимательным по части финансов. Для кого-то все карты будут говорить, если вы сейчас находитесь один или одна.
Вот правда. Самое время подумать, чтобы завершить ваше одиночество. Ничто ведь не меняется по 4 кубков. И двери, кстати, открыты. Нам ничего не стоит встать и выйти, вот как этому мужчине. Но видно, что он тут засиделся. Может быть, и для вас вы можете где-то ощущать, что была в каком-то деле пауза или остановка, или отношения, они не продолжались в том ключе, как вам бы этого хотелось. Все-таки я тут могу это предположить. А у кого-то просто ссора. И вот тогда вот эти вот две карты по части личной жизни могут говорить о том, что, может быть, ваши отношения, они только зарождались, начинались, но нашла коса на камень, вы в каком-то вопросе, каждый проявил определенную твердость, вот это взаимопонимание было утрачено, и каждый ждет, когда первая сторона или противоположная сторона проявится первой. Не мы, а кто-то другой нас словно вытянет вот из этого заточения, вот из этой мрачной комнаты. Но карта нам говорит, этого не произойдет. Это ожидание может затянуться очень надолго, дверь не откроется. Тут самому нужно что-то переделывать, или переигрывать, или в отношениях искать какие-то контакты, или пытаться какую-то тему для себя, ну, максимально прояснить, или, правда, помириться. Иначе всего-то остается режим ожидания и смотреть, как жизнь проходит. Вот нам человек показан, да, он уже как будто привык к своему состоянию, но лицо не выражает радости. И он переживает только ту жизнь героев, которые ему транслируют по телевизору, или то, что он видит в новостях, а своего практически ничего. Вот есть какая-то такая опасность, если из-за того, что мы на что-то не решаемся, мы сами себя словно обособляем, мы видим жизнь в других рамках, как в другой вот этой мрачной комнате, а на кону радость, счастье, эмпатия, мои дорогие, добрая энергия, гармония. Вдохновись моментом. Многое зависит от вас самих. Вот такой знак судьбы. Ну и правда, судьба, мы можем верить или не верить в нее, но все же какие-то очень важные вопросы мы решаем сами. От того, как мы воспринимаем жизнь, несмотря на в какой обстановке мы находимся, несмотря на то, что нас или кто нас окружает. Если нас это не устраивает, тогда тем более нужно делать вывод и думать, какую-то новую стратегию отстраивать, но не думать, что наступит завтра и что-то изменится. Вот не ждать. Следующий знак судьбы. Ну вот, наверное, как только победа приходит тогда, когда мы перестаем ждать. Это не значит, опять же, что мы тут пытаемся одним махом перестроить весь мир или реорганизовать полностью свою жизнь. Хотя нам и без этого карта говорит, что подожди, тут и внешние еще события. Даже если ты прежде что-то думал, удерживаешь. Вот, кстати, у кого-то это будет проигрываться. Я ничего не буду делать, я не буду ничего менять, меня все устраивает, пусть, ну, не все, или в каком-то контексте мне не так весело, не так радостно, но, в принципе, я привык, мне это стабильно. Тогда все равно Его Величество случай врывается в вашу жизнь. И от того, в каком состоянии души вас застанет этот случай или какая-то реальность, по аркану колесница, это внешние события. Нам, может быть, и не хотелось проводить какие-то перемены, а тут обстоятельства нас заставляют. Но я надеюсь, что это не для многих проиграется, кому-то, может быть, и важно услышать так, допустить какой-то альтернативный вариант, но все-таки это карта успеха. Это сила желаний в первую очередь, и нам тут прописано конкретно победа, и придется нам тут и перестраиваться, и что-то передумывать. Может быть, и собраться куда-то отправиться, быстро поехать, прояснить какой-то вопрос или согласовывать какие-то документы. Сама по себе жизнь набирает темп, мои дорогие. И здесь, правда, если раньше была какая-то пауза или неспешно размеренный период жизни, будьте готовы к тому, это как знак судьбы, что словно обстоятельства ускоряются. И где-то говорят вам, куй железо пока горячо. С какой сферой жизни это может быть связано? А вы, скорее всего, могли что-то предвидеть. По Верховной Жрице это какая-то тайна может открыться. Это может быть ваше изменение взглядов на мир, мировоззрение может даже измениться. Потому что мы
ну, где-то видели для себя, что такое правильное или что такое хорошо, а что такое не очень хорошо. И представляли мы как-то по-своему. И здесь мы можем столкнуться с тем, что, да, какая-то мысль, которую мы гнали от себя прежде, на самом деле так вот и разворачиваются ситуации жизненные. Еще один аркан, старшая верховная жрица, это мудрость, интеллект, мои дорогие. Ну, понятно, интуиция, подсказки собственной души. Но если мы про тайны, тут тайное что-то может стать явным. И пусть это не для всех, а для кого-то именно подсказки, интуиция. И вы знаете, все же не упустить какую-то возможность. Не пытаться, может быть, к примеру, вам жизнь может или ситуация сложится у вас, мои дорогие водолеи, так, что как какое-то предложение или какой-то вариант, который вам предлагает конкретный человек. А вы можете воспринимать, что меня вот не все детали устраивают. И вы можете от чего-то отказаться или поставить на паузу, сказать «я подумаю». А здесь, может быть, подумать нужно, но не так долго. То есть это не должно перейти в какую-то паузу, потому что по десятке пентаклей тут на кону ваше благополучие, вопросы дома, вопросы семьи, вопросы ваших взаимоотношений по части личной жизни, может быть, и вопросы заработков. И у кого-то с учетом аркана колесницы может проиграться далекий переезд именно потому, что, к примеру, релокация офиса или ваша занятость, ваша деятельность, она вам дает возможность и путешествовать, и переезжать, и работать из любой точки мира. Вот здесь что-то может быть, с одной стороны, и непознанное на уровне интуиции, и в то же время есть какая-то вполне осязаемая конкретика. И я так вижу, не отказаться. Быть при этом, понятно, осмотрительному, но, наверное, пройти той дорогой судьбы, которую вам пытаются предложить высшие силы. Вот такой знак судьбы. Давайте откроем, потому что десятка пентаклей, ведь тут все самое доброе, хорошее. Это как наша уверенность в сегодняшнем дне, так и качество жизни в дне завтрашнем. И причем новая. И шестерка мечей нам как раз и говорит о том, что это карта заслуженного успеха. Пусть эти первые шаги вы делаете только летом. Может быть, это по части изучения чего-то нового. Но эта карта еще и мужество. Вот этот заслуженный успех, он не завтра приходит, а через какое-то время. И нам нужно набраться мужества, терпения, настойчивости, продолжать какой-то путь. И вот ваша, наверное, сила желаний, намерений, она должна вами, ну, или перерасти в какую-то абсолютную уверенность, что да, я смогу сам добиться того, вот пусть это будет как мечта, пусть это будет как какая-то цель, которую вы поставили прежде, а потом отодвинули, или спрятали в дальний угол стола, ящик стола, да, и думали, нет, это неосуществимо. Обе карты говорят о том, что и невозможное возможно. И, может быть, для кого-то из вас действительно не одна поездка, вот такая скорая, а несколько поездок в течение лета придется осуществить. И быстро что-то продумывать, анализировать и принимать решения. Потому что эта карта тут конкретно так и прописана. Переверни как будто страницу собственной жизни. И мечи – это еще и свидетельство о том, что удели внимание документам, закону. У тебя должно быть все в согласовании с законом или перепроверяй те бумаги, в которых ты ставишь подпись. Тут словно, посмотрите, вы шли в одно направление, а жизнь вам предложит что-то другое. Вот я об этом только что говорила. Вот эта пятерка жезлов, это, кстати, карта может говорить, правильно работая с информацией. И не совсем тут отталкивается только от того, что ты хочешь совершить, или только от того, как ты поступал прежде, или как ты считаешь правильными. Рассмотри альтернативные варианты. Потому что по пятерке жезлов в целом я называю эту карту информационного хаоса. Но в этой колоде нам человек такой могучий показан с кувалдой. Сейчас вот он эту кладку быстро в 2 счета разобьет. Но нам говорят, совсем не обязательно, что то, что ты увидишь, тебе понравится. Это мы не видели пока чего-то. И нам казалось, что нам туда надо. А вот когда мы увидим, мы можем думать, а на самом-то деле
зачем было приложено столько усилий. Поэтому работа с информацией тут именно доверяй, но проверяй, что-то просчитывай, потому что отправиться вперед придется в одиночку. Но, может быть, вам и придется куда-то съездить, чтобы увидеть обстоятельства своими глазами. Правда, тут не замечтаться. В этой колоде человек ищет воду. Вот идет с этой лозой, такой рогатиной. Но новая, кстати, колода, она создавалась в наше время. Это не из веков она к нам пришла. И мы знаем, 1000 у нас сейчас и один способ для того, чтобы более достоверно, надежно добыть эту воду, правда? И больше пажов, ведь это всегда инфантильность, незрелость. Поэтому какие-то приятные моменты вроде есть. Или вроде нам нравится этим заниматься. Но каков из этого результат? Тут могут быть такие задачи перед вами, как знаки судьбы. Или жизнь перед вами ставит такие задачи, что вам придется заниматься тем, что, ну, и не совсем, может быть, даже нравится. Но обстоятельства жизни для вас формируют какой-то более надежный путь. Вот я и такое могу допустить. И не потеряя времени даром. Ведь тут какая-то бесцельность в этой колоде. По пажу кубков она присутствует. Поэтому не замечтаться будет тоже важно. И помни, на кого ты надеешься, кстати. Потому что, как и по 5 жезлов, я часто говорю в своих раскладах, проходят люди, на которых мы не можем опереться. И не потому, что человек там задумал хитроумный план нас обмануть. Да нет, он и сам не знает, куда он идет. И вот эта карта, которая рядом выпадает с 5 жезлов, дополняет как раз этот смысл, потому что человек постоянно меняется. Он сегодня вроде, да, себя организовал на что-то, решился, но вдруг через час, через 5 минут к нему приходит новость или какое-то предложение, и он уже загорелся новой идеей, и он уже готов куда-то следовать, или он уже готов все бросить, то, что было им обещано 5 минут тому назад, и он уже в новом проекте. То есть вот такая какая-то инфантильность, незрелость проходит по 5 жезлов, и поэтому доверяй, но проверяй. Но, тем не менее, у вас на кону есть какие-то очень важные взаимодействия, или чтобы не соскользнуть в то, что не имеет смысл, или не принять обещанное за какую-то истину. Осторожным быть нужно, но все же 2 десятки по максимуму. А ведь правда иное качество жизни. Как и 10 пентаклей, новое качество жизни, благополучие, так и по 10 кубков все то же самое, но еще и наполненность эмоциями. Может быть, у кого-то построение семьи, у кого-то переезд, у кого-то побыстрее, чем вы это планировали, если таковой планировался, воссоединение семьи или какие-то добрые вести, которые касаются вашей личной жизни, вашей пары, или места вашего пребывания, мои дорогие водолеи. 2 карты, которые символизируют, вот правда, перемены в жизни. И это мы раскрыли их. А первые карты, которые в колоде Таро ангелов-хранителей, они ведь тоже нам свидетельствуют о переменах. Таковы знаки судьбы. Следующий знак судьбы. И паж Земли – это тот паж, который уделяет внимание деталям, наоборот, готов учиться. И больше нам эта карта говорит о том, что словно все готово. У кого-то готовы, буквально документы готовы, приглашение куда-то готовы, или ваша решимость куда-то готова, да. В одной руке письмо держит паж, конкретное. Поэтому какие-то конкретные энергии продолжают развиваться после вашего выбора или после вот каких-то событий по 2 предыдущим картам. А другая рука обхватила книгу «Мы готовы учиться». И здесь действительно учиться чему-то новому. У кого-то учить языки, у кого-то новые технологии, направления, адаптироваться к жизни, может быть, в новых условиях или среди нового менталитета, в новом городе, пусть даже менталитет вроде бы не меняется кардинально, но есть какие-то нюансы. Но это карта радости, мои дорогие. Как радости и от изучений, так и это возможности на будущее. Поэтому здесь у вас постепенно, шаг за шагом, что-то проясняется. Ну, давайте достанем карту. Пусть расскажут. К деньгам, правда, паж Земли, паж Пентаклей. Может быть, это есть конкретный человек, с которым у вас взаимодействие по части вашего творчества, вдохновения какого-то, или как выражение вашего вдохновения, или сотрудничество по бизнесу, по работе. Может быть, это и
Некоторые вопросы по части банков, которые вам придется и документы подписывать, и что-то согласовывать. Но вот деньги, наверное. Какая-то денежная тема, которой нужно уделить внимание. Как и чему-то научиться или, может быть, освоить новые технологии. И правда, электронные системы взаиморасчета – это где-то с Ураном будет связано, который в июле переместится в знак зодиака Близнецы. Мы ожидаем, что события начнут разворачиваться намного быстрее. Может быть, для кого-то рассмотреть, в чем хранить свои сбережения. Рассредоточить. Уран часто дробит. Поэтому, если в одной валюте были сбережения, может быть, подумать о том, чтобы это в разных номинациях, включая криптовалюту. Может быть, и изучить эту криптовалюту. Но я как вариант. Вот поэтому тема финансов требует внимания. Знак – это такой судьбы. Следующий знак судьбы мы можем расценивать двояко. С одной стороны, карта может говорить, ты вот куда-то не торопись. Может быть, есть тот вопрос, который вам нужно прояснить. Но и вторая сторона медали – не будь заложником какой-то ситуации. Пауза сама по себе, хотя ангел нам изображен на этой карте, и словно это он сам себя переворачивает, чтобы увидеть какие-то обстоятельства с иного ракурса. Давайте проясним, с чем это может быть связано. Королева мечей. Тут нам может словно что-то кажется. Или мы прежде не поступали вот именно как-то иначе. От нас или от вас, мои дорогие водолеи, в течение лета будет либо ситуация, либо конкретный вопрос, который вам нужно как-то альтернативно решать. Или, может быть, иррационально. Поступать так, как вы не привыкли, вы никогда не делали. Вам может казаться, что нет, вот это неправильно. Тогда следует перепроверить. Но как будто выход из этого подвешенного состояния будет зависеть лично от вас. И решиться, может быть, на какие-то иные действия. И здесь может так, вы будете, может быть, даже наблюдать или искать какую-то информацию. Я могу предположить, какая-то денежная история. Если мы, ну, прежде словно прошляпили, не ухватили вовремя какой-то момент, то события продолжают развиваться, и нам потом, через какой-то период, придется где-то возвращаться, словно в прошлое, и галопом решать какой-то вопрос, который завис, словно успевать запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вот у кого-то именно по финансам что-то подобное может проиграться. Не будьте во власти предубеждений, правда. Но, с другой стороны, опять же, все карты двоякие, умеренности. Тут нельзя, знаете, действовать на основе эмоций. Или даже вот эта фраза, которую я сказала, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Это не значит, что это должно быть взято что-то первое попавшееся. Или согласиться на первый попавшийся вариант. Продумывать, просчитывать вам придется, понимаете? И по аркану умеренности тут может быть какой-то действительно альтернативный вариант. Или когда вам придется поступить совершенно не так, как вы предполагали. Или вы даже не считали никогда это правильным, потому что в основе аркана умеренности, пусть не в этой колоде, тоже лежит исторический факт, когда, лучше я скажу, вы лучше поймете, прочувствуете, и если что-то подобное будет, вы правильно сориентируетесь. Так вот, много столетий тому назад король династии мировингов Хлодвиг воюет с готами, и так вышло, что он со своим войском был зажат между рекой Рейн и войском готов. И, понятно, уже погибель была бы неминуема, но король, он был настоящий король, он умел себя взять в руки. Вот эти, знаете, как мысли рациональные, холодная голова. Аркан умеренности – это не совсем про то, что мы тут как из пустого в порожнее. Да, иногда символизирует паузу, но все же именно вот начало берется с этого исторического факта. И почему часто на картах умеренности нам прорисованы геральдические лилии? Здесь нам просто рыбы прорисованы, но они где-то так отдаленно могут напоминать, потому что есть вот такие вот ответвления. Но тут как будто самосохранение рыбы или перемещение, или, может быть, финансовый вопрос. Так вот, Хлодвиг заметил, что болотный ирис, желтенькие цветочки маленькие, растут вдоль берега и уходят вглубь реки. Он знал, они растут на мелководье. И сумасшедшая идея, а не переправиться ли мне с войском вброд. Она его осенила. И он так и сделал.
Другой бы сказал: ты что, это ж такой риск, да? Но у него этот риск был не риск, он был просчитан. Но в последующем вот этот болотный ирис мы сегодня знаем как геральдическая лилия. Это мощный символ, который содержится в разных религиях мира. Поэтому аркан умеренности, холодная голова и не случайные случайности. Вот у вас может быть подобная ситуация, как у этого Хлодвига, когда вам придется принимать альтернативное решение. Вот такой знак судьбы. Чтобы выйти из этой паузы. И посмотрите, видимо, что-то не заканчивается. Поэтому быть готовым к неожиданностям – хорошая практика. Может быть, необходимо беречь свое благополучие, своих близких. Тут какие-то важные решения вам придется принимать. И вы словно собирались действовать каким-то одним методом, а тут вас может перестроить жизнь, события лета совершенно в иную плоскость. И перепроверять информацию – это себя даже на это настроить нужно. Посмотрите. Здесь называется пятерка огня или пятерка жезлов. Это какой-то конфуз, какая-то путаница должна быть устранена. Поэтому вы должны быть конкретно компетентными по какому-то вопросу и, значит, доверяй, но проверяй. Все то, что я сказала по пятерке жезлов, ищите дополнительную информацию перед тем, как на что-то согласиться или перед тем, как даже куда-то переместиться, подписать документ. Просчитывайте, мои дорогие водолеи, немножко на пару шагов вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.